Всем доброй ночи уже. Сейчас попробую чат включить. Так. Я надеюсь, что меня видно и слышно. Сейчас откроется чат. Начнем с вами общение. Всех приветствую еще раз. Я попробую сейчас ввести с вами прямой эфир. Вот, отлично, спасибо, Ольга. Конечно, когда загрузится этот прямой эфир, вопросы уже не увидит никто, но я отвечать буду в данный момент. Ну вот, пожалуйста, как всегда, звонок. С ума сойти. 10:30. Позвонили, решили позвонить. Нормально. Ой, сколько хочешь предупреждай, бесполезно. Итак, перед вами Геката. За ее спиной дух-хранитель и, наверное, дерево мудрости, скорее всего, да? Так решила оформить. Здравствуйте, Мария, здравствуйте. Всех приветствую. Знаете, друзья мои, я думаю, что это хорошая идея, вообще отличная вещь, потому что я смогу здесь вам ответить, будет живое общение, собственно говоря, вопросы-ответы. Уже не буду писать часами. И таким образом я вообще думаю, в принципе, потом прямой эфир ясновидения создать и прочее. Так, поскольку 10:30 обещала, сейчас посмотрим. Что-то он опять у меня этот чат пропал. Все. Да что ж такое? Очень приятно, мне тоже очень приятно, что я поняла, что так можно общаться. И как бы мне не придется лишнее время тратить. Всем добрый вечер. Можно, слушаю ваши вопросы. Да, спасибо, что фон красивый. Добрый вечер. Так, стоит ли мне менять работу? Давайте-ка отодвину чат. Он у меня немножко мешает. Сейчас не меняйте. Вообще высокосный год. Здравствуйте, Павел. Высокосный год не рекомендуется менять работу. У Ольги вопрос насчет работы. Поствысокосный, извиняюсь. Высокосный год уносит людей, уносит жизни людей. Если помните, в прошлом году я говорила, что очень опасно сейчас летать и прочее, но очень много людей отдыхали в разных странах. И помните, хор Александрова погиб. Здравствуйте, Маричка. Вот, погиб. И забирает высокосный год жизнями, а поствысокосный год забирает очень много энергии. Потерпите, поменяйте весной. Насчет мужа. Вы знаете, у вас муж очень эгоистичный человек, и вы почему-то непонятно по каким причинам все время надеялись, что он поменяется, он изменится, поймет. Добрый вечер, Людмила. Вот, и прочее. Ваши старания бесполезны, и ваш муж не поменяется. Либо вы дальше будете слушать, Марина, здравствуйте, терпеть его будете, либо вы начнете уже менять свою жизнь. Юлия Трофимова, вот я как могу сейчас вот в воздухе сказать, если на вашем муже приворот? Ну, это смешно, это глупо, правда? Вот так вот сходу. Катуня наша, здравствуйте. Мы с Катуней, когда познакомились, я очень сильно отчитала, помнится. Мне иногда бывает, что нахлынут, знаете, с разных сторон, и вот попадаются под горячую руку совсем не виноватые люди. Так что имейте в виду. Здравствуйте, Роза. Да, вот правильно, Ольга, да, в точку, я знаю. Поэтому бросайте этого мужика, и вам будет легче, он вампирит вас. Так, опасно ли двоюродным сестрам одинаковые имена? Анастасия Кра. Я буду вопрос читать, чтобы потом в прямом эфире не было это смешно, не звучало. Анне Рос, здравствуйте. Нет, не опасно. Вообще не очень желательно в одной семье несколько имен, но если не, то есть родители не одни и те же, то не опасно. Можете не переживать. Хотя есть определенная опасность в семье, именно в семье, когда там в честь кого-то называют, что кто-то из них раньше другого вытеснит.
О, здравствуй, Яна тоже присоединилась. Здравствуйте, Татьяна. Так, слушаю далее ваши вопросы. Постепенно привыкнем, потому что сегодня я уже сказала, как решится вопрос с судом сына. Ольга, я не такие вопросы сейчас буду отвечать, потому что сейчас не тема ясновидения. Когда я открою тему ясновидения, вам надо будет фотографии поставить за главную того человека, о котором спрашиваете, потому что сходу я прям вот так вот не скажу. Решится не очень хорошо. Ожидайте немножко такие. Не так страшно, как боитесь, но и не так хорошо, как надеетесь. Но если уж вы спросили, вот отвечаю. Так. Пойдемте далее. Я думаю, еще пару таких прямых чатов, и уже день и ночь мы будем тут сидеть и разговаривать. Вот очень удобно, кстати, общение отличное. Здравствуйте, Елена. Общение отличное, конечно. Так, Юлия. Здравствуйте, Юлия. Дело в том, что не я придумала, мне Яна давно говорила, но я как-то так, знаете, с техникой на «вы». Я переживала, как я выдержу так сидеть и держать, и говорить. Ну, как видите, ничего. Добрый вечер, Ангелина. Какие ритуалы перед Новым годом, Ольга? Вы знаете, я вам скажу, какие ритуалы. Те же самые, что я вам дарила. Я сделаю новогодний ритуал. Перед Новым годом я всем, ну, может, за месяц вперед подарю, на всякий случай, чтобы Новый год приносил удачу. Здравствуйте, Анжелика. О, наша дорогая Софи. Здравствуй, Соф. И Таню приветствую. Вот, перед Новым годом подарю ритуал для года успешного. Здравствуйте, Людмила. И, собственно, все. Таких особых ритуалов не нужно. Сильно не зацикливайтесь на праздники. Все советуют на праздники то, это. А праздники – это самые такие затратные дни. Инна, здравствуйте. Очень страшные такие энергозатратные дни, я вам скажу, потому что основное количество преступлений, основное количество бедствий и всякое-всякое случается как раз на праздники. Так что особо праздники, с ума не сходите по праздникам. Так, стоит ли в армию или подождать до весны? Подождите до весны. Как я уже говорила, этот год немножко такой трудноватый. Мне тоже приятно. Будет ли у вас ритуал? Чего? По очистке от ритуалов. Этот ритуал уже стоит. Вам нужно просто внимательно следить за каналом. Называется «Нейтрализовать ритуалы Самира Али». Он вам не поможет убрать то, с чем вы к нему обратились, и он якобы хотел в конце года... Да, я посмотрю, я сейчас не успел прочитать. Он не поможет вам полностью убрать все трудности, но вот тот ритуал нейтрализует. Много катастроф, да, много катастроф. Я потом предсказание еще одно сделаю на следующий год. То, что я предсказала на этот год, в принципе, все сбылось. Даже в гостиной «Ведьминой избы» есть такой выставлен ролик о том, как, ну, сколько сбылось и что сбылось. Давайте далее. У меня просто открывается, пропадает, поэтому что успеваю. Интересно, смогу ли я его отодвинуть в сторону? Нет, не смогла. Если я не практик, не человек силы, может ли моя ненависть к человеку нанести какой-то урон? Может, если этот человек виноват, его может наказать Вселенная. Нужны травы, могу вам выслать подарок. Спасибо большое. Просто с травами я не очень, мне больше те травы, которые нужны, собраны. Но я очень вам благодарна за то, что вы мне это хотите отправить. Считайте, что вы мне подарили. Но если что, я к вам обращусь все-таки. Спасибо. Так. Вот я уже научилась, как правильно сделать. Что можно провести для возраста, не успела. Вот я еще раз повторяю, госпожа Ольга, вы уже который раз мне задаете вопрос. Это не тема ясновидения, а тема ясновидения нужно с фотографией. Так. Я проведу в ближайшее время чат ясновидения. Спасибо, Татьяна, мне тоже приятно. Мне тоже приятно, Ульяна, вас слышать. Вы поймите, я могу, конечно, вам ответить, но
даже если тема ясновидения будет, я не могу одному человеку 20-30 вопросов отвечать, а других игнорировать. Я отвечу на самые такие вопросы. Знаете, напоминает случай, когда ко мне приехали люди с одной огромной папкой фотографий. Вот они уже уходили, они еще спрашивали про соседских детей, про сына, как у них там все будет, чего там будет. Вот, и да, так. Далее. Я просто иногда не туда нажимаю, может быть, пропадает. Вы уж не обижайтесь. Как мне сказали, что мне немного сломали, изменили судьбу. Судьбу не ломают. Либо наводят на человека и останавливаются, у него все блокируется и закрывается, либо ничего не делают. С Амиром дальше что будет? А дальше будет то, что если действительно достанем, он просто отключится, убежит, чтобы ответственности избежать. Либо он будет сейчас раскручивать лохов на ВКонтакте и будет набирать точно так же подписчиков. Его цветочный канал неделю назад был 5000, а сейчас 60 тысяч. Так легко и просто. Так что сейчас он будет там накручивать подписчиков, потом там будет дурить некоторое время. Через некоторое время он поменяет свой стиль, свое имя, а может попросить друга на время снять, а может без слов будет снимать. Ну, он найдет выход. Человек, который привык к легким деньгам, он очень быстро привыкает уже дальше. Здравствуйте, Вера. Дальше он уже, как бы, знаете, совесть у него как бы отключается. Мы сами виноваты, что здесь такое. Есть такой, вправду, ритуал украсть счастье или удачу. Есть это крадник, обычный крадник, Евгения. Есть. Можно украсть у человека удачу. Очень легко и просто для практика. Но для простого человека, конечно, это очень нереальная вещь. Если он такой рискнет сделать, он сам свое счастье и удачу отдаст. Давайте далее. Елена, значит, у вас мысли, отрицательные мысли намного сильнее положительных, и они перебаривают. Поэтому у вас получается все наоборот. Мне тоже приятно, Таисия. Здравствуйте. Ну, может быть, и будет, как великий Писуй Самир почивать, не знаю. Но то, что он уже разбит, бедненький, это факт. Добрый вечер всем. Спасибо, Елена, спасибо. Будут еще эфиры, да, будут уже эфиры именно ясновидения вот, и прочее. Но я заранее попрошу людей, чтобы они фотографии свои ставили. Потому что мне так легче будет определить. По энергии можно смотреть, но по фотографии быстрее отвечаешь. Я думаю, что часто буду уже, Роза, выходить в эфир. Здравствуйте, Наталья, здравствуйте. Спасибо большое. Пойдемте далее. Пусика постричь надо. Он, сволочь, оброс уже. А вы можете против алкоголя? Нет, я считаю, что алкоголики, наркоманы должны сдохнуть и очищать мир от себя. Поэтому я не считаю нужным им помогать как-то продлевать их мучения и заодно продлевать мучения родителей и родственников. Так. Спасибо, Инна. Мне очень приятно ваши слова. Добрый вечер, Яна. Пойдемте далее. Да. Вы знаете, я не могу сказать, что с Писуем, но то, что он валялся в коме, это точно. Он просто мне не интересен, чтобы я с ним вот сидела и смотрела его судьбу. Он настолько мне не все мне не интересны, если честно. Что сделать с мужем? Бросить и уйти. Этот человек никогда не изменится. Мало того, он еще одну проблему вам готовит. Вы еще про один кредит узнаете в скором времени. Спасибо с первым эфиром. Как извести алкоголиков, уйти от них. И если им никто не даст, в конце концов, они сами отправятся на тот свет. Вы уж извините за мою жестокость, но я не люблю таких людей. Я считаю, что это распущенность. И не более того, никакой болезни здесь нету. Никакой. Это эгоистичность, это, понимаете, это наплевательское отношение ко всем и вся, и более ничего. Никакой там болезни не существует и в помине.
Так, насчет Самира вовремя. Дальше не прочитала. Можно ли делать другие ритуалы? Другие какие? Что для всех, да. Да может и умер, кто его знает. Честно, вот реально он мне не интересен. Могу сесть, просмотреть. Он мне настолько не интересен. Я все, что делаю, отправляю его к чертовой матери, и все. Да, это правда жизни. Если мы перестанем быть лояльными к нему, в советское время как их воспитывали? Отовсюду выкидывали всех алкашей, всех тунеядцев и всех негодных людей. И они чего-то боялись, что-то их останавливало. А сейчас их лечат. На этом индустрия построена, понимаете? На этом лечении, которое ничего не дает абсолютно. Абсолютно ничего не дает. Они, извиняюсь, мочатся в лифт, а мы должны это все нюхать. Вот. Спасибо большое. Спасибо за красивые, приятные слова. Не успеваю просто говорить, какие слова. Я думаю, кто в прямом эфире, те и так читают. Вот. И мы должны, значит, нюхать эту мочу, извиняюсь за выражение, и жалеть их, жалеть бедных, несчастных. Да дайте вы им, в конце концов, почувствовать ответственность. Реально, действительно. Дайте им почувствовать ответственность. Или накажите, как делается там в арабских странах, там прилюдно избейте его, чтобы он просто сквозь землю провалился. Потому что иногда такое может спасти человеку жизнь. Помните фильм «Малена», когда ее прилюдно избили, эти женщины, и это был трезвый душ. Этим избиением ее спасли. Здравствуйте, Марита, спасибо. Тем, что они ее избили и вырвали ее волосы, это остановило ее от погибели, и она стала дальше жить. Вот то же самое надо делать с алкашами. Можно делать другие ваши для тех, кому... Можно, Татьяна, конечно, можно. Если для всех написано, можно, значит. У меня нет вайбера, думаю... Вот так. Думаю, в новом году будет. Вот и хорошо, что у вас будет. Значит, вам фортуна дала вайбер. Если выживет, так выживет. Нет, так вообще не надо тратить на таких людей свою жизнь. Это неправильно. Почему светлые люди уходят рано, Татьяна, я вам отвечу. Потому что Богу не нужны алкаши и всякая гадость. Он собирает лучшие души, потому что им приятно с ними рядом. Постоянно в долгах, что делать, почему? Бросить и уйти. Вот и все. У вашего мужа есть любовница. Зовут ее Ольга. Поинтересуйтесь, вы ее найдете. Так. Как правильно переехать, я вам скажу. Возьмите веник, ударяйте об косяк двери и говорите: батюшка домовой, садись на веник, поехали домой. И забирайте этот веник туда. Там же точно так же нужно бить об косяк и говорить: слезай и живи рядом с нами. Все. Древняя руна. Тормозной процесс, прокрест. Так, дальше. Если вдруг этот эфир прервется, я новый включу. Так что имейте в виду, я еще пока не опытна, не знаю, сколько будет длиться. Руна удачи, насколько реально сделать. Дорогие друзья, для практиков, для всех случайно попала в книгу для практиков. Всех это случайно попало в книгу для практиков. Ничего не поняла. Я потом объясню. Так, как правильно кормить домового? Есть у меня такой ролик, посмотрите, домовые. Почему бросил муж? У нее есть другая или дело во мне? Нет, у него нету другой, как таковой, серьезных отношений, но вы очень разные люди. Он приземленный, вы летаете в облаках. Он неплохой человек, но вы очень разные люди. Вы тоже неплохой человек, но вы разные люди. Так, что касаемо... Я уже забыла про что. Выходя, сказала, прочла ваш ритуал, все распродажу, сделали скидку. Вы знаете, не первый раз делают скидку, и после вот этого ритуала, то есть заговора распродажи. Так что да, делайте. Чем чаще вы будете делать, тем больше вот этот мир перестроится, тонкий мир перестроится под вас и будет делать, то есть будет вам служить, будет делать, как вы хотите. Постоянно болеет, а с чем угодно может быть связано. Это надо посмотреть. Напишите мне на WhatsApp, отправьте фотографию, посмотрим, что у него, почему он так постоянно болеет. Всякое может, физиология, а может, наведено. Спасибо, Наталья. Потеряли всех клиентов, а что у вас, магазин? Или что? Значит, у вас забрали удачу рядом находящиеся торговцы. Такое может быть резко, все, и никто не приходит.
Могу получить российский паспорт, когда смогу получить. Вот еще раз говорю, не прямой эфир, ну ладно, раз хотите, я вам отвечу. Вы получите где-то к концу мая с помощью мужчины. Вот он взрослый человек с сединой. Так, салон. Ну, у вас в районе, скорее всего, еще 2 салона, помимо вашего. Причем, знаете, сделали это из того салона, напротив которых банк есть. Вот из этого. Скажите, есть мужчина, который наносит мне непоправимый вред. Со мной рядом есть мужчина, ну и что сказать вам? Что он наносит непоправимый вред, что с этим делать? Далее пойдемте, товарищи. Просто не все знают, что на этом канале будет, поэтому, может быть, не готовы. Потому что этот канал-то он второй, как запасной. Так. Очень приятно. Вот насчет чистки не совсем поняла, что. Как избавиться от жестоких мигрений, сходить к врачу. Больше никак. Если не получается ритуал, я там миллион раз объясняю, что если что-то у вас не получилось, у вас может быть закрытые дороги. Если на человеке что-то серьезное, очень может быть, что у него ничего не получится. Завтра экзамен что? Напишите еще раз. Но если вас манит, покупайте, ставьте дома. Ничего тут страшного и нет. Если вам нравится такой тип. Вы же не делайте ритуалы с этой статуей. Только, такие статуи, они не опасны, просто статуи богов и прочее не очень желательно. Вообще любая статуя забирает энергию, чтобы вы знали. Не зря в исламе запрещается статуи, куклы. Считается, что все, что похоже на человека, туда вселяется некий злой дух и начинает тянуть силы. Пожалуйста, Лиза. Так. Вы знаете, Евгений, иногда нужно отсекать от себя даже родного человека, и через некоторое время этот человек осознает и поймет. Если мы становимся жертвами своих детей, они начинают нами манипулировать. А этого позволять нельзя. Этим мы их губим. Быстро вижу чужие жизни. Но когда у меня спрашивают, Елена, у меня перед глазами эта сцена приходит, и я отвечаю, честно говоря. Можно проследовать. Для возврата долга никакой нельзя провести, потому что человек простой не может такие ритуалы провести. И долг вам не вернут, даже если вы 100 раз проведете. Это проводит только профессионал. Которым я встречаюсь, наносит мне вред. Значит, у вас печать одиночества. И у вас все мужчины будут одинаково поступать. Как остановить агрессивного человека, который нанесет телесный вред? А там есть у меня скоропомощники, вот эти заговоры от опасности. Можно начитать их, просто перепишите. Если снятся мертвые, это опасно, опасно. Смотря как они снятся. Если вас уводят за руку, то да. Соглашаюсь, посмотри, никак не получалось. Эгоистка, да, вспомнила вас. Не получалось, вот дороги закрыты, ни в какую, значит. Просто надо часто писать. У меня пропадает иногда СМС. Страдает, если вас обидели, да, хоть вы ничего не делаете. Я вам скажу, если вы представитель сильного рода, ваш род может мстить всем вашим обидчикам. Цыганки подходят, милостыню, что это значит? Не надо им давать милостыню, они могут вместе с деньгами забрать вашу удачу. Сдашь ли экзамен? Пишут. Вот кто спросил. Еще раз спросите, посмотрю. Так. Спасибо. Всем очень приятно. Отец мой умерший уводил детей. Вот это очень страшно. Это, конечно, страшный сон. Это вообще жуткий сон. Если он сбудется, не дай бог. Сын учится далеко от дома, болеет. Не успела. Беду с гранат, отвести беду. Так. Если сделать, отстанет ли начальник? Там есть другие ритуалы, более сильные для этого дела. Как-нибудь напомните, я вам скажу. Так, далее не вижу. Что там у меня муж? С мужем нет никаких отношений. Я только что вам ответила, Елена, что у вашего мужа есть любовница. Таким ответом намного лучше. Первый раз. Так.
Человек сразу отвечал. Не видела, чтобы человек первый раз так отвечал. Но я всегда так отвечаю. У меня вы видели и, наверное, увидите всегда. Мне морг постоянно снится, и сразу приходят деньги на следующий день. Дмитрий, дело в том, что мертвые, все, что связано с мертвыми, оно не всегда к плохому снится. Иногда к переменам в жизни, иногда к переменам погоды. Просто есть определенные вещи. Здравствуйте, Мадина. Разрешаю, задавайте, только еще раз пишите. Есть определенные вещи, связанные с мертвыми, которые опасны. Ну, например, если уводят за руку, если угощают, если вы с ними за одним столом сидите, это уже смертельно опасные вещи. А остальное это не такие страшные. Как духи могут стучать по спине перед сном на праздник Сеймон? Ой, вы знаете, это обычный праздник, я бы сказала, колхозный праздник. Праздник собирания урожая, поэтому особо таких мистических не связывайте с этим всем. Простите 100 раз, я залезла случайно к Самиру, провела пару дурацких ритуалов и очень переживаю. Ну, дальше сейчас почитаю еще раз. Пропадает этот чат, то открывается, то пропадает. Ну, есть нейтрализация этих ритуалов. Попробуйте провести. Если что-то серьезное, напишите, я посмотрю. Ну, дурацкий ритуал, потому что силы не любят всякие дешевые вещи. Так, если просто разговаривать с умершим во сне, смотря о чем вы говорили, опять же. Спасибо, Анастасия. Мне тоже приятно. У меня на одном счете деньги заморозились, вернутся, но не скоро и не столько, сколько хотите. Там какие-то комиссии возьмут, штрафы за что-то непонятное. Ну, у нас специально заморозили. Банк этот или филиал хотят снести. Ксения, как я могу сказать, как к вам относится мужчина? Это не тема ясновидения, еще раз говорю, будет тема ясновидения, там нужно будет фотографии ставить. Давайте так сделаем, завтра я вам тему ясновидения обещаю вечером. Я объявлю во сколько, наверное, вот в это же время примерно, но следите за каналом. В нашей семье практически у всех ничего не складывается. В чем может быть первая причина? Вы мне писали, по-моему, я не успела вам ответить. Первая причина – это ваш прадед. У вас по линии отца идет это все. У вас уже последние 4 года почему-то 6 человек умерли. Пожалуйста, тот, с кем я встречаюсь, будет ли со мной? Нет. За ваши ритуалы спасибо большое. Мне не безразличен человек. Долгое время хотелось узнать, будем ли вместе. Нет отношений, нет, не будете. Я не вижу у вас будущего с этим человеком. Спасибо, Светлана. Ой, Антонина, гоните Николая, потому что он любвеобильный козел. Спасибо, Лена, спасибо. Так, здравствуйте, Инга. Почему люди раздаются? Вот все, убежала. И в детстве долгое время во сне летал и за мной гонится. О чем сон? Сон о том, что вы боитесь своего детства и детских воспоминаний и пытаетесь от него убежать. Можно мне задать? Задавайте, конечно. Смогу, но это не легко, не просто, если честно. 3 человека в вашей семье вообще несчастливы. Все остальные так себе наполовину. Часто во сне кидались на грудь, дышать не могла. Анастасия, будут дети, но вы мне напишите, вам перекрыли материнство и сделали 2 женщины. Так, дышать не могли, это сущности. Иногда они обижаются, если вы в доме как-то их не почили, иногда и так далее. Это сущности. Да, будут повторяться, Яна? Хорошо, я не буду читать эти вопросы постоянно. Подскажите, как мне избавиться от безбрачия? Безбрачия нет, это все миф. Это не существует. Есть печать одиночества и прочее, а безбрачия нет. Так, фото моего сына. Господи. Хорошо, давайте фото вашего сына, я буду ясновидеть сейчас. Давайте. Вы меня уговорили. Помочь возможно со сном. Все. Запуталась. Человек спает. Все. Потом слушаю. Дел много. Всем знаю. Все. Спасибо большое. Спасибо, Софи. Ну, пишет. Нет, я не вижу продолжения общения, солнце мое, эгоистка. Потому что ты не тех мужчин выбираешь. Ты любишь тех, кто тебе боль причиняет. Это неправильно. А вы помните, у меня ролик был, Ольга, суккубы и инкубы. Просмотрите еще раз и поймете, кто у нас во сне приходит в таких сексуальных эротических снах. Пусть иди, не мешай.
Антонина, я не вижу у вас пока жилья. В ближайшие года 2 точно. Когда с долгами рассчитаетесь, когда будете много зарабатывать. Логично. Лунатизм? Нет, это не больные люди. Это просто влияние Луны на их мозг, подсознание сильнее, чем у обычных людей. Спасибо, Наталья. Хорошо. Наладится ли у меня... Могу строить личную жизнь? Я смогу... А как я могу сказать, Оксана? У вас ни фото, ни имени, ни фамилии. Так. Фото снохи на могилу ложите во сне? Так, все еще раз. Елена, я вам говорю, вашего мужа есть любовница, и он скоро вас оставит. А вы уже 5-й вопрос мне задаете про контракты, про долги и все такое. Вам вообще похрену, да, на это дело, что он скоро уйдет от вас? Очень интересный момент. Работодатель должен, наверное, не выплатит. Не выплатит, он скотина. Он уже не первый раз обманывает людей. У него еще дочь больная или... Да, наверное, дочь больная. Как быстро читать... Ну вот читаю. Полетим ли мы в Эмираты? Работать как планируем. Не поедете и не надо. Там опасность вас ждет. Когда у нас будет жилье? Инна, у вас будет жилье тогда, когда ваш молодой человек рядом зашевелится. Он у вас как бегемот. Его надо пинать, чтобы он что-нибудь сделал. Ну, тот, который рядом с вами. Не знаю, кто уж он там. Я еще раз говорю, это не тема ясновидения. Дорогие друзья, наверное, подписчики Самира, я еще раз вас убедительно прошу, это не тема ясновидения. Потом такие вопросы, знаете, ни о чем. Будет ли у меня все хорошо, буду ли я счастлив и так далее, не задавайте. Будьте так добры. Только вопросы, которые важны. А то я сейчас буду материться в прямом эфире. И мои враги это выложат, и все, и трындец. И будет новая тема. Так. Здравствуйте, Ирина, я тоже рада. Татьяна, что вам сказать? У вас по судьбе другой человек. Как бы вы ни бились, не пытались сохранить эту семью. Так, просто сделал гностику. Так, буду ли я с отцом? Как задобрить силы? Буду я... I'm sorry, еще раз прочитаю. Так. Здравствуйте, Анна. Рада вас слышать еще раз. Я помню, что у вас были перемены большие после работы со мной. Так, сделать ли ритуал? Ну ладно, сейчас еще раз пронесется, прочитаю. Можете делать, да, у вас уже хватит энергии. Скажите, когда я найду работу? Все, я не отвечаю уже на такие вопросы. Не отвечаем. Фото сына Антонина. По цветку не могу сказать, ножки заживут или нет. Дети-близнецы рождаются у семей, которые имеют определенные заслуги у рода. Спасибо, Евгений. Врагов надо так разносить, иначе никак. Вообще врагов надо давить интеллектом, я вам скажу, дорогие друзья. Не говногруппами, не сплетнями, интеллектом. Сонный паралич – это очень плохо. У вас, значит, в семье кто-то в доме поселился. Надо очистить дом. У меня есть такой ритуал чистки. Проведите чистки для всех. Иначе он долго будет так мучить. Оксана, если вы такие вопросы задаете, я могу в гневе сказать нет, и вы не выйдете замуж. Не задавайте такие вопросы. Тем более, что я сказала, что это не тема ясновидения. Если ваш отец уводил детей и мать, срочно мне напишите, их надо отчитать. Как еще вам сказать? Ну, я постаралась помягче, как можно, чтобы вам не было травмы. Ну, вы сами понимаете, что это. Мне кажется, и без меня понимаете. Поездка за границу? Нет, не стоит ехать, Людмила, вообще не стоит. Как избавиться от безденежья, закрытых дорог, только обратиться к такому человеку, который может вас от него избавить, если вы сами не в состоянии. Больше никак. Так, далее. Пусть. Достал Пуся здесь. Так. Ксения, я вам ничего не писала, что вы извиняетесь. Вы за что извиняетесь? Может, ответ не вам был? Да ничего страшного, я пока что успеваю читать. Оставит ли мне в покое Илья? По крайней мере, раньше колдовал. Не колдует ваш Илья.
Просто трындит, выпендривается. Ничего он там не колдует. Даже не переживайте. Мне интересно, прямой эфир сколько длится вообще, товарищ? Кто-нибудь в курсе? Чтобы я знала заранее. Стоит ли мне с мужем мириться? Не стоит. Не стоит, он не изменится. Он вас будет жрать дальше. По судьбе я сейчас судьбу не смотрю. Судьба иногда нам дает разные всякие варианты. Светлана, потому что вы когда-то встречались с женатым мужчиной, по крайней мере, он с кем-то жил до этого времени. И, естественно, вам это навели. Спасибо, Алина. Здравствуй. Рада, что ты здесь. Прямой эфир сам для себя. Я думаю, что сколько вам нужно. Да, это отлично. Значит, память телефона от этого не страдает. Ну, в принципе, в памяти не регистрируется. Это же не видео, да, это прямой эфир. Потому что тот прямой эфир у меня как бы в памяти не остался. Он остался только там. Насколько я помню. Так. Пожалуйста, Наталья. Так, спасибо, всем спасибо. Сколько чего, все. Да, Ксения, это я не вам ответила насчет сына. Так что вы зря подумали, что это я ответила женщину, которая цветочек. Так, ну все, отлично. Забрать. Напишите мне на WhatsApp, не будем здесь обсуждать такие вопросы, я думаю. Как убрать негатив, который на меня навели? Это не негатив, это проклятие, оно закрыло вам дороги. Негатив – это когда бабушка там на почте говорит, да чтоб ты провалилась, это негатив. А когда тебе закрывают судьбу, это уже проклятие. Так что, товарищи, негатива тут точно нет. Ну, то есть, посерьезнее нечто. Спасибо, Валентина. Вот дату своего рождения. Можно ли узнать дату своего рождения? Ничего не поняла. А в паспорте у вас не заглядывать не пробовали? Да, это негатив, конечно, порча, Яна, я согласна. Но есть негатив просто там, когда тебе говорят, да чтоб тебе там не знаю чего. А есть посерьезнее. Комфортно, только мне остальные члены семьи хоть сонные мухи. Жрут, значит, эти силы. А вы неподатливый человек. Если в квартире тяжело жить, это значит, там кто-то есть. Там кто-то живет помимо вас. Спасибо, мне тоже приятно. Так, все, уже не прочитала. Клиническая смерть. Я про это сниму и расскажу. Это долгий вопрос. Это между жизнью и смертью. Это висит между мирами человек. И не туда, и не сюда. В Томе нашла фото с мертвым в гробу. Кто это подложил? То есть мертвым в гробу. Мертвеца сфотографировали, уточните. Так, Роза, что за вопрос? Еще раз задайте. Можно без фотографий. Немножко сложнее будет отвечать, но я попробую. Если на вас проклятие, если у меня способности... О, браво! Гэс хбтбэс. Без фотографии. Я должна определить, есть ли ясновидение у человека. Вам не смешно? Мне смешно. Так. Ну, это, знаете, это не очень хорошо, смотря кто сделал. Если профессионал, то через некоторое время у вас денежные вообще все довольствия закрываются. Помогайте. Скажите, мужа Юрия постоянно проблемы. В чем тут дело? Муж Юрий, я не вижу Юрия, чтобы вам ответить. Я вижу без фото, без ничего аватар. Как я могу про Юрия ответить? Вот в данный момент. У меня все идет так. Ваш ритуал рабочий. Спасибо большое. Мне очень приятно. Эльза. Так. Поплакали из-за чего? Что случилось? Мужчина грузин любил, хотел же, потом резко пропал. Почему? Послушайте, мне такое ощущение, что вы задаете вот эти дурацкие вопросы, постоянно какую-то ерунду гоните. То у вас муж в долгах, то вам бросить его или остаться, то мужчина у вас грузин теперь появился. Не пишите, не засоряйте чат ерундой. Или это не вы написали мне до этого? Еще раз напишите, хочу разобраться, а то аватар у вас одинаковый почти. Давайте еще раз.
Сны сбываются. Почему? Потому что иногда бывают очень сильные дни и очень энергетически сильные вещи. Я видела, как мертвые плачут. Ну, это может быть, знаете, не мертвые плачут, а просто остаточная вода стекает с глаз. Такое возможно. Точно так же в древние времена говорят, что мертвые что-то ели, а на самом деле опухают, потому что так положено по природе. Никогда не было у него порчи, свекровь постаралась. Вам лучше фотографии все-таки мне туда отправить, на чат. Что попросить? Как снять проклятие и открыть дороги? Вы не снимете, не откроете. Я еще раз говорю и навсегда. На мне есть магическое воздействие. Господи, помилуйте. Какое магическое воздействие? Объясните мне, пожалуйста. Вот это не тот вопрос, который надо... Что значит магическое воздействие? Привет, Натали. С чего вы решили? Почему? Что такое? Вы понимаете, на самом деле мы же не все Путины и министры финансов, чтобы все бежали на нас делать магические воздействия. Антонина, больше мне не пишите, потому что я на эти дурацкие вопросы отвечать не буду. Принесет ли вам работу, удачу, радость и счастье? 5 минут назад про сына и его ноги спрашивали. Что за ерунда вообще? Что это вообще? Это не поведение взрослого человека. Как справиться с болью? Отомстить, если хотите. Но вы сами не можете это сделать. Киллера не наймете, а по-другому можно. Нет, значит, я не вам отвечала насчет грузина. Извиняюсь. У меня просто, значит, тупит чат. Я подумала, что та женщина, которая про мужа спрашивала. Пропал, потому что грузины все такие. Они приходят, потом пропадают. Вот и он пропал. Как чисто грузинский мужчина. Так, далее. Квартиру в ипотеку брать? Нет. В этом году вообще не стоит большие дела делать. В этом году лучше переждать. Да-да-да. Грузины, они такие. И не только грузины. Так. А вы знаете такой анекдот, когда в самолете сидят русский, грузин, азербайджанец и армянин. Значит, летят над Баку, азербайджанец снимает золотые часы, кидает туда и говорят: наши женщины любят золото, пускай забирают. Летят над Арменией, армянин колоду долларов порвал, кинул вниз и говорит: наши женщины любят деньги, пускай забирают. Над Тбилиси летают, и грузин кидает оттуда золотые украшения. Наши тоже любят золото, пусть забирают. Ну вот уже над Москвой начали лететь. Сидит русский молча и говорят: а ты что, говорит, ничего не кидаешь? Ваши женщины ничего не любят? Он говорит: да вот смотрю на вас, думаю, кого из вас первым выкинуть? Так что грузины, они такие. Дальше вопрос слушаю. Так. Ой, господи, Юлия. Чехов сказал: человек, который не понимает юмора, пропащий человек. Я ж не говорю плохого о грузинах. Это просто шутка, это юмор. Научитесь отличать юмор от серьезных разговоров. Ай. Нормально все, ничего, Яна, я привыкша. Так, читала, детки недоношенные. Ой, я вас умоляю, не читайте всякую хрень. Вот мой вам сказ. Есть дети, рожденные там раньше времени, они завоевывают мир. Чингисхан вообще родился слабым, думали, он помрет и не выживет. Так что не читайте всякую хрень. Для того, чтобы привлечь народ, всякую фигню придумывают, и люди читают и падают в обмороки от ужаса. Ничего не то. Как найти свое предназначение, как понять, для чего ты рожден. Жизнь сама покажет вам. Мечтаю сама управлять машиной. Как попросить силы об уверенности? Но для начала хорошо изучите эту технику, и силы вам эту уверенность дадут. Если вы будете относиться к людям и к своей жизни ответственно. Когда у меня начнутся отношения? Господи помилуй. Отношения чего? Так. Отношения насчет чего? С мужчинами? Отношения, когда у вас начнутся? Извините. Так. Светлана, обращаются к людям, которые знающие, которые умеют это снимать.
Вам это точно не снять, это невозможно. Человек с обычной энергетикой такие вещи не снимает, потому что это все демоническая энергия, понимаете? Это все равно, что самому себе зуб выдернуть, это ж невозможно. А если человек рискнет, то он может умереть или может там кусок своего черепа выдернуть вместе с зубом. Понимаете, то же самое. Постоянно болеет, простудным, замучилась лечить. Почему так? Вы знаете, это надо заговаривать. На жабу заговаривают. У вас есть знающие люди? Я могу дать ритуал. Вы можете пойти и заговорить человек. Если знающий человек просто не знает, как снять. Хотя знающий человек всегда знает, как снять, особенно если у него большой опыт работы. Так. Далее пойдем. Вы верите в любовь с первого взгляда? Я верю в симпатию с первого взгляда, а любовь потом получается. Любовь с первого взгляда, это немножко очень громко сказано. Влюбленность может быть. Чем старше человек, тем тяжелее влюбляться. Какие болезни нужно заговаривать, кроме ангины? Ну, всякие, все что угодно, даже страшные болезни, но не всегда и не всем. Как развить в себе способности? Опять пишет ГДС, ХДБСБ. Как получить, чтобы не... Ой, господи помилуй, чтобы не нарваться на шарлатанов. Значит, для начала определитесь, вам способности нужны или не нарваться на шарлатанов. Во-вторых, способности приходят с детства, с рождения. Их никак не развивают. Это невозможно развить в себе то, чего нету. Ну вот у вас нет хвоста, значит, вам не страшно, что хвост отпадет. Тут то же самое. Как я так... Спасибо, Инна. Так, бывший очень обижен на меня. Как можно смягчить, попросить прощения? Боюсь, не поймет. А есть у меня ритуал тропой змеи. Попробуйте провести. Он выводит из трудных ситуаций. А мужчины все обижены за развод, потому что они же такие замечательные, прекрасные. Они же уверены, что мы должны волосы рвать, биться об стену, значит, пеплом посыпать голову и сидеть 40 дней, ждать, когда же он нам позвонит. А когда мы без них спокойно живем, они очень обижаются. Встречу ли я свою судьбу? Большое вам спасибо. Каждый встретит свою судьбу. Кто-то волка из леса выходящего, а кто-то супербизнесмена. Что значит встречу или нет? Ну, смотря какую судьбу вы хотите. Ну, короче, не все получат ответы. Вы представляете, Алма, не знаю, короче или длиннее, но получат ответы те, которым успею ответить. Чувство юмора шикарно. Ой, спасибо. Ну, а без этого никак. Это хоть, знаешь ли, без этого никуда. Спасательный круг. Мой волк еще не вышел из леса. Ну, выйдет скоро, подождите. Легко поддаешься гипнозу, влиянию людей. Что делать? Ну, что делать? Сходите на курс такой терапии, есть специальная. Когда надежда... Когда встретишь вторую половинку, господи, живи, девушка, живи для себя спокойно, иди в салон и радуйся, ногти приклей, в ресторан сходи. Что ты спешишь? Ты прям думаешь, что брак это, ну, просто райские сады. Смешное имя. Но смешное у вас имя или какое имя, но способностей у вас нету. Так что спокойно живите. Бизнес свой, Татьяна, вы знаете, он как-то не двигать с мертвой точки. Стоит ли вообще реанимировать умершую лошадь? Обряды все нужно проводить стоя? Да нет, можете и сидя, если вам удобно. Смотря какие. Там сказано, какие, как проводить. Там все подробно. Подробнее, наверное, не бывает. Так, у нас уже 129 человек. Мое общение с подругой не навредит мне или ей? Вообще у вас подруга такая вся себе на уме, скажем так. Немножко такая особо. Одеяло в свою сторону тянуть любит. Добрый вечер. Здравствуйте, Зара. Сейчас, надеюсь, откроется опять чат. Куда-то улетел. Угу. Спасибо, спасибо. Вопрос в эфир. Как можно перебороть страх темноты? Боюсь темноты. Давайте как-нибудь я об этом тоже расскажу. Получается, долго побыть разведенной. Ну, значит, притягательная вы женщина.
Нет у вас способностей, Надежда. Вы сначала свою судьбу хотели, теперь по поводу магического воздействия дело порчи на меня, приворот на мужа. Неоднократных приворотов не бывает. Вообще это невероятно, и это из ряда фантастики. Приворот бывает один раз. Несколько приворотов на человека не ложатся. Это раз. Если вам кажется, что у вас такие тяжелые ситуации и прочее, ну, я вижу у вас дома ругань и финансовые вопросы постоянные. Особо таких пока не вижу. Ну, Светлана, вы уже можете сказать, наверное, примерно в это время, а может, пораньше. Я еще не могу сказать. С отцом почему разлад? Потому что вы похожи с отцом. Искать нужно. Первое время ничего не даст, как расслабитесь, отпустить ситуацию, сразу найдет. Приживаемся, устроюсь ли я на работу? Нет, не устроитесь пока еще. Здравствуйте, Ольга, я тоже очень рада. Очень приятно вас видеть. Так, далее посмотрим. Значит, мне еще один звонок. Ну, весело, конечно. Ритуалы какие проводите регулярно? Ну так, а что мне делать? Ксения, есть такие заядлые подруги, заклятые подруги. Вот, наверное, одна из них и она, собственно говоря. Себе заговор влечения, как вы считаете? Конечно, чушь. Это так, слегка может помочь, и то очень сильному человеку. Спасибо, Алина. Мои ритуалы делали, не помогает с клиентами, но если вы слушаете мои видео, я все время говорю: здравствуйте, Вера. И нет у вас способностей никаких. Живите спокойно своей жизнью. Так, если ритуалы у кого-то не работают, я уже первый раз говорю, что если ритуалы у кого-то не работают, значит, у него просто закрытые дороги. Вот поэтому и не работают. Вот и все. Далее пойдемте. И эти дороги надо открывать, прежде чем эти ритуалы начнут работать. Так. Ой. Я что-то опять не туда нажала, наверное, или... Да, появилась. Пока не сможете, Александр. 2 человека вам мешают перед вами еще. Вот именно у кого есть способности, и те не спрашивают. Даже Нина Хладная украла у меня это выражение и выдала за свое. У кого есть способности, те не спрашивают. А у кого она это взяла? Вопрос. Хладнокровная, хладновонючка. Так, с матерью она меня не просит никогда, Ирина. Сможете. Она сама хочет, ищет уже пути, просто она очень гордая. Инна, ваш порча с глаз – это ваш страх. Лучше эти ритуалы, которые связаны с моим именем, не очень часто проводить, потому что слишком много заберет у вас сил. Несколько дней. Так. Ну, несколько дней не надо кофе. Надо вечером вылить уже. Потому что они сразу испаряются. Несколько часов. Да, испаряется. Если в доме повесился человек, вообще там лучше не жить. Там жизни не будет. Эта душа не даст покоя. Здравствуйте, Юлия. Рада тебя слышать. Давно не виделись. Друзья мои, с одноклассников еще. Почему наступаете на те же грабли? Потому что вы слишком любвеобильные и слишком наивные. Так. Далее смотрим. Все твои страхи, Инна, с детства идут, и они у тебя в голове. Начинающий центр для детей первое время будет тяжело, а потом резко пойдет в подъем. Вот именно, правильно, Елена. Мне в жизни не везет, в деньгах, и часто одни проблемы. Подскажите, как быть? Ну, я не могу сказать, у всех эти проблемы из-за разных источников. Свекровь против вас, я как-то так делала, когда муж полностью отвернулся и от матери, и от всего. Обращайтесь к человеку, который это умеет наладить и убрать. Старшая сестра у вас, Ольга,
эгоистичная натура, и она холоднокровнее вас. Вы эмоциональные. Она свои мучения, она свои трудности может вообще не показывать. Так, закрытие дорог. Есть ли на вас закрытие дорог? Я вам уже, по-моему, отвечала. Как понять, Дмитрий? А вот когда у вас вот говорят, приходите устраиваться на работу со всеми документами, вы идете туда, а вам говорят, извините, но уже место смели или место уже занято. Вот это и примерно так. Сделала ваш ритуал, когда вы почувствуете. Вы еще сидите, на секундомер поставьте, какую секунду он начнет действовать. Это глупо, так не делают ритуалы. И силы вам не это, чтобы вам пахать перед вами, понимаете? Вы должны делать уважительно и ждать. Решила в понедельник за длинный ход. Начальница, правильно я поступаю. Если достали, не показывайте им, что вы за работу готовы хоть жизнь отдать. Да, гепарды разгоняем, это точно. Как я отношусь к астрологии, очень нормально отношусь, но я считаю, что она всех проблем не решает. Так. Свой потенциал реализовать. Попробуйте сделать больше ритуалов на удачу, и оно само вас найдет. Есть такие ритуалы, там фортуна, покажи дорогу. Я сама забыла, представляете, у меня уже столько названий, что я сейчас уже и не помню сама. Сын со снохой ушли две. Какой ритуал должен помогать? Ничего не поняла, если со снохой ушли. Извините, конечно. Не сбывается. Вы знаете, иногда у детей открыто видение, и они до определенного возраста очень много чего могут говорить, и это сбывается. И со временем это может закрыться и пропасть. Дети в детстве очень часто говорят вещи, которые сбываются. Это не всегда говорит о том, что у них будет ясновидение потом. Вы знаете, если вообще такие страшные вещи, что ж такое, у вас и повесился кто-то в доме, и потом кого-то еще и убили. Ужас, конечно. Чистить нужно это все, только тогда селиться. Это страшное дело. На самом деле страшно жить в таком доме, потому что вся энергетика будет есть. Спасибо, Наталья. Расхвалили меня вообще с ног до головы. Скажите, есть ли у меня закрытие дорог и закрытие денежного канала? Господи помилуй. Надежда, у вас вы каждую минуту что-то новое придумываете на свою голову. У вас много чего есть, но надо ли вам это знать? А причина всего то, что один человек все тянет на себе, и поэтому у него агрессия ко всем. Отвечу, но пока еще прямой эфир. Дела мои продвигаются, ритуалы супер. Спасибо, Ярослав. Я рада за вас. Ой, спасибо, Наталья, расхвалили вообще. Так, у меня мечта скрытая вам помочь провести ваш новый дом, перевести ваш новый дом вещи. Перевести не могу сказать, на новоселье всех приглашу в прямом эфире. Будем пить и валяться под столом. Жаль, что я пить не могу, мне нельзя. Вот нельзя. Так. Старшая дочь. Алма, у вас еще новый вопрос. Когда выйдет? У нее вообще-то закрыты дороги, но через 3 года я вижу у нее некие отношения долговечные. Так, скажите, пожалуйста, спасибо, Яна. Я знаю, что ты интерьер можешь так, как нигде. Позитивные перемены – это что, например, шеф подарит вам по одной ручке? Спасибо, Оксана. Алена, из Украины, Россия, позже здесь работай. Получится, Алена, если вы перестанете в своей голове держать эти ужасы и страхи. У вас очень много страхов. И вот эти страхи вам не дают никуда двигаться. Вы сразу паникуете. Отпустите эту всю ситуацию. Просто отпустите. Так, взяли недавно квартиру в ипотеку, по самой документов не подписали. Расторгнули, оставить как есть. Оставьте уже. Оставьте, ну хорошо, просмотрите, что вы будете подписывать. Ну и у сестры точно так же. Она точно такая же. Она что же из вашей породы, паникерша.
Поэтому у нее тоже страхи внутренние и сомнения. Если я прихожу во сне, это к переменам, как правило, к хорошим. Очень часто меня видят, как я ритуалю. Но вы и так помогаете своим дочкам, если вы их родили и дали им жизнь. Ну, перекрыто, смотря почему. Надо причину выяснить, посмотреть. Поставьте ваше фото. Пожалуйста, Ела. Вот, видите, во сне это хорошо. Закрытие магазина, мне придется его закрыть, или я вылезу. Закройте. Боюсь, что закроете. Там появилось 2 огромных гиганта, и они не дают вообще вашей торговле продвинуться. Вот часы это время, отчет времени пошел, значит, что-то у вас начнется. Александр Петров. Вот в чем может быть причина? Не могу знать прям сразу сходу. Наверное, ее эгоизм, скорее всего. Здравствуйте, Мария. Не вы ли мне звонили? Ваш сын не разговаривает, потому что ваша свекровь хотела вас извести, а все пошло на вашего сына. Так, я не вижу. Еще раз. Вопросы? С ней довольно быстро идите. Красно-бежевый салон – это хорошее дело. Эфир сделать, пожелать друга самого лучшего. Ну, попробую сделать. Посмотрим. Если получится. Попробуйте, у многих получилось. Некоторые сказали, что действительно очень-очень получилось. Так. Позволяю, конечно, задавайте, Мадина. Слушаю вас. Мать мужчины, который ухаживает за вами, снился и сказал, что у вас детей не будет, значит, она закрывает ваши дороги к сыну. Спасибо, спасибо. Спасибо, Юлия. Так, дальше посмотрим. Это нужно убрать из вас, из вашего ребенка, иначе ничего не откроется. Отдушина это, Наталья, это не работа. Дальше развития не будет. Вы вообще такой человек, за все беретесь и быстро наскучивает. Спасибо, Алена. Получилось у вас работа, все нормально, надеюсь? Ну вот и хорошо. У нас ремонт наверху, это пипец просто. Прыгают, бегают. Ужас. 11:30. Или пьяные. Можно ли обратиться? Можно? Пожалуйста. Я знаю, что не в бровь, а в глаз. Я могу помочь, Мария, но мои работы дорогие. Учтите это. Я просто так ничего не делаю. Я дарю очень многое, но и не все. Так, нельзя же по закону ремонт делать. Много чего нельзя, господи. По закону и лакать нельзя, и орать нельзя песни. Но это по закону. А так... Спасибо, Евгения. Ой, у меня открытые дороги. Как я вам скажу это? Прям сходу. Закончила вуз, опыта нет, пока в декрете. Если у вас такие внутренняя борьба, то нет. Просил институт же, говорит, ничего не делать. Что делать? Может, он влюблен, может, ему что-то сделано. Мало ли что. Понимаете, мне нужно фотографии, чтобы посмотреть. Энергия ваша, я могу сказать, конечно, кое-что, но это будет занимать время и тяжело. Дракон во сне это сила рода обычно приходит в виде дракона, змеи. Значит, показывает, что у вас что-то там есть в жизни не то, но ваш род, ваша сила за спиной вас защищает. Все-таки хочу знать, на сыне есть приворот или порча?
Послушайте, вы про дочь уже сказали, и про сына у вас и с сыном проблемы. А с чего вы решили, что приворот и порча? Почему? С чего это вы сразу? Заложили квартиру? Вы знаете, я не вижу, что вы купите. Боюсь. Если провели 3 раза, у вас подождите, время покажет. Если нет сдвигов, значит, проведите еще раз. В хорошую сторону для вас лично. Но сон ваш все-таки меня пугает. Ну вот я подумаю до 31 числа. Думаю, с сыном провести. Но я все-таки, наверное, сниму. Посмотрим, какая погода будет. У нас иногда дороги такие. Видит ли нас сущность в обычной жизни? Конечно, видит. Они все время видят, они все время рядом. У нас будут еще дети. А зачем вам пока еще дети? У вас и так еще положение в семье не особо. Вам пока этих надо поднять. Потом уже подумайте о детях. Так. Вернутся ли украденные деньги? Нет, еще не устала. Я просто смотрю и диву даюсь вопросами вот этих интересных вопросов. Не, Яна, все нормально. Вот это очень страшный сон, Наталья. Вам лучше мне написать. Я вам скажу, как отчитать это все, иначе, ну, нехороший это сон. Тем более убитый человек, человек, который ушел не своей смертью, то есть у него такая тяжелая смерть, тяжелый уход, это уже не спокойные души, а уж тем более вас не увел, конечно. Написали? Хорошо, отлично. Только напомните, кто это, потому что мне там не знаю, сколько тысяч еще недочитанных. Я же вам сказала, в чем причина вашей ругани. Пожалуйста, Людмила, спасибо, что вы благодарный человек. Смотрим далее. Да, статуя, она сильная. Чем больше будете провести, тем лучше. Ой, с бывшим мужем вашей матери, вообще-то я вижу у него уголовное прошлое. Я вижу, что его убьют. Почему-то вот так кажется. Потому что не первый человек на него жалуется. Еще он обманул очень такого знатного человека. Скажите, может, почему последнее у меня много материальных потерь, краж, деньги, если можно, кто украл мои драгоценности? Твои драгоценности украли 2 человека, тебе очень близкие. Один из них такой маленький. Ну ничего, с Матвеем ничего такого не случится. У него сейчас дела, работа, потом как-нибудь присоединиться к нам. Это не страшно. Спасибо. Пока не вижу, что вы получите. Вот сейчас, прямо в ближайшее время. Но это уже надо написать мне лично насчет вашего сына. Пока не переедете ни в какую компанию, я пока не вижу. Пока пустые слова. Пожалуйста, Юлия. Ритуалы против сплетников. 100 штук у меня есть. Посмотрите мой канал «Ведьмина изба 2». У меня 2 канала на всякий случай. Вообще каналов много создали ребята, чтобы не пропали мои работы. Но «Ведьмина изба 2» есть канал.
У вас нет способности, жизнь прекрасная. И поэтому вам закрывать нечего, не переживайте. Не поняла, чтобы вернули деньги, что? Лично-то куда мне написать? А вот не на лоб мне написать, а на WhatsApp. Вот туда-то и написать надо лично. Ну что это за вопрос? Буду ли я работать в ближайшее время? Нет. Да, вам нужно просто найти хорошего врача, который в этом понимает. Ничего не можно делать, чтобы не ссорились. Никакие ритуалы вы не сможете сами провести, и ничем вы не сможете это убрать. Это обращается только к ведьмам, только к профессионалам, только к людям, которые в этом понимают. Если вам внушили, что можно какой-нибудь ритуальчик почитать, все будет хорошо, этого не будет. Снилось? Очень интересно. Так, сейчас еще раз посмотрю. Вам нужно отпустить эту ситуацию с квартирой и прочее. И попробовать все-таки сделать такие вещи, имею в виду ритуалы, которые больше приводят удачу в вашу жизнь. Вы сами не верите в свою удачу, вы боитесь чего-то, поэтому у вас вот такое состояние. Ничего не делать. Управу на них вы не найдете законным способом. И вещи вам не отдадут. Так. И вам примет, Людмила. Так, дальше пойдемте. Конечно, хорошо, можете часто делать, еще чаще. Ритуал на удачу и деньги и прочее не мешают друг другу. Можно делать сколько угодно. Нет, я не вижу, что ваш брат поменяет работу. Здравствуйте, Мария. Начинает выходить на связь, почему мужчины из прошлого, потому что мужчины такие. Они бросили, через некоторое время вспомнили, когда у них в жизни ни хрена не получается, что где-то у них была любимая, и они вот выходят на связь. Вот почему. Другой причины здесь нет. Нет, не начнут выплачивать. У нас сейчас такой век, что украденные деньги не желают выплачивать. К сожалению. Пока не вижу, что вы купите квартиру. Слышали про конец света? У меня есть такой ролик «Конец света. Миф». Просмотрите. Пока не рожайте. Быстро идет чат, не успеваю. Я не знаю, где заказать статуэтку фортуны. Есть такой сайт, называется «Дом подарков». Вторая свекровь вас хотела извести. Да, наверное, надо будет, придется. Так, далее. Перемены в жизни. Почему? Мадина, напишите мне лично. Я просто просмотрю и пойму, что у вас будет, каким образом. Евгений Ивановский, когда-нибудь наладится в жизни все. Все это понятие такое, знаете, это как понятие счастья. Например, как Шариков сказал, да? Желаю, чтобы все. А чего все, непонятно.
Смотря что. То, что для вас считается счастьем или налаживанием, для других это обычное дело. Что именно конкретнее? Задайте вопрос. Ту, которая у меня расклада второго. Вы можете использовать, какой хотите. Зависает, деньги вернутся. У сестры мошенница своровала деньги с карточки. Конечно, не вернутся. В каком государстве вы живете? Нет, конечно, не вернутся. Можно несколько ритуалов. Будут ли у вас дети? Пока не вижу. Ой, говногруппа, она пускай процветает, господи. Кому она интересна, эта говногруппа? Ну, там сидят 400 непонятных людей, которые сами не знают, как туда попали. Просто наш дорогой Алиюшка заплакал горючими слезами, мол, присоединитесь, пожалуйста. Вот. Какие у меня 3 любимые книги. «Тигран Великий», «К последнему морю». Сейчас скажу. 3 самые любимые, да? И Ули Шпигель. «Приключения Ули Шпигеля или Ламы Гудзака». А дадут ли вам внучек на каникулы? Я, честно говоря, не вижу. Я вижу у вас конфликт и разговор серьезный. Не знаю, кто вам гадал. Я этого не вижу. Эко старить женщину, с чего это? Кто вам это сказал? Моя мечта исполнится стать врачом. Я боюсь, что ты мечту поменяешь. И очень скоро. Выйдет ли ваш муж на работу в ближайшее время? А ваш муж этого хочет? Вы у него спросили, он вообще работать хочет? Мне не нравится, я не каталась. А никак не сохранить. У вас это все забрали, увели. Человек, который вам сделал, Нина, он поднялся, а вы спустились вниз и все потеряли. И пока вы это не снимете, любая ваша работа, любое ваше предприятие обанкротится точно так же и уйдет во свояси, к сожалению. Дальше смотрим. Это связано с тем, что вы поссорились с одним близким человеком, и она вам отомстила. Нет, пока не выберетесь, Людмила, пока у вас такое создание. Почему невозможно что-то понять? А вы не читайте, вы слушайте мои ответы вам. Вам же не чат надо смотреть. Чат-то я смотрю. Это мое. Нина, мои работы дорогие. Поэтому я говорю вам заранее. Здравствуйте, Рамона. Спасибо, Людмила. Это хорошо, что вы возродились из пепла. Может, стоит вообще не пустить ребенка в армию? Не стоит. Не надо ограждать его от всех трудностей. Пускай он возмужает, пускай он столкнется с реальностью. Знаете, когда Петр Великий был маленький, когда стрельцы ворвались во дворец и вытащили его дядю и его деда по материнской линии убили, то мать хотела его спрятать. Вот. И мать хотела его спрятать, но один из родственников вытащил его и сказал: дай ребенку посмотреть, ему надо править этим народом. Так что дайте человеку жить в той стране, где он должен жить. Пускай идет в армию, ничего с ним не случится, не переживайте. Если у него нормальный характер, он не даст себя в обиду. Вернется... Ой, не вижу. Будет ли у меня работа и счастье в семье? Господи. В семье нет, работы есть в ближайшее время. Можно написать. Нет, сейчас новое образование вам, Наталья, вообще ни к чему. Буду ли я счастлива когда-нибудь? Счастье у кого-то мешок денег найти, а для кого-то вылечиться, а третьего, не знаю, что-то еще. Вот в чем счастье-то у каждого человека, смотря что вы хотите. Помогите по поводу сайта «Синий кит» ребенка откуда вытащить. По поводу сайта «Синий кит» ребенка оттуда вытащить. Что это такое? За «Синий кит» игра, что ли? Игромания?
Это трудный вопрос. Здравствуйте. Ваша диагностика. Диагностика у врачей. У меня консультации, я здесь цены не обсуждаю. Ну, если у вас ребенок там, просто свяжите его, закройте дома и не пускайте туда. Не слышала про этот синий кит. Ужасная вещь. Почему государство этим не занимается? Марина, я не буду больше отвечать на ваши вопросы. Вы спросили про сына, теперь вы пишете, будет ли все у меня хорошо, будет ли прекрасно, будет ли отлично. Я вам ответила на вопрос, почему, откуда ваши бедствия идут. Вы ну, словно не услышав, опять то же самое пишете. Как может быть прекрасно, если у вас ребенок болеет? Скажите мне, пожалуйста. Я вам еще раз говорю, Оли Чар. Вам нужно просто внимательно посмотреть мои ролики. Я там говорю четким, ясным языком о том, что люди, у которых закрыты денежные дороги, у них может не получаться ритуал на удачу. Пока эти дороги не откроются, эти ритуалы могут не получаться. Все. Далее что за вопросы? Да, кажется, у меня соседи там дерутся, это 100%. Как же это алкашня надоела. Вы говорите, лечите алкоголиков, каким образом, а зачем? У нас внизу были отец и сын. По очереди выходили из зоны, и всю ночь то музыка гремит, то орут. Пока одного из них не убили, потом другой куда-то делся, и тишина. У меня проблемы в семье, что мне делать? Смотря какие проблемы. Сходу вам не могу ответить, что делать. Проблемы бывают разные. Наверное, будет выложено в эфир, Татьяна. Да, весело, мне очень весело. Я уж в этом дурдоме который год слышу. Маме пока нет. Я же говорю, в этом году пока не нужно. Вы предсказываете будущее? Это, наверное, ребенок сюда пришел. Да, можно, наоборот. Тоже, кстати, выход, Ольга, чтобы быстрее гикнулись. Сгорела лампочка, если в коридоре, если вы делали мои ритуалы, это у многих так. Это от энергии, от силы ритуала. Так что ничего страшного. У нас сосед-то не рядом. Там я не могу разобраться, какой этаж, а то бы я давно выселила. Те соседи, которые у меня рядом были, надоедали. Я уже сделала кое-что, они друг друга чуть не поубивали и уехали оттуда. А вот этих не знаю просто, какой этаж. Разобраться, какой этаж, потом я знаю, что я сделаю. Лариса, пока не пытайтесь. Во-первых, перед Новым годом, даже без ясновидения понятно, что у нас в стране Новый год начинает праздновать месяц назад. Так что боюсь, что нет. Трудную минуту обращаться к ангелам или кому? Каким ангелам? Каким еще ангелам? Ангелы и прочее, это всего лишь духи. Я просто увидел трансляцию, зашел и не понимаю, что происходит. Что происходит, мы тут танцуем. Так, пропали. Сейчас еще раз откроется и посмотрим. Скажите причину моих бед в финансовом плане. Как я скажу? С воздуха не скажу. Мне надо лично написать. Можно держать, смотря какое изображение. Да нет, ничего такого не значит. Рождаться в день рождения своего отца, ничего такого не значит на самом деле. Не все связывайте с мистикой. А почему у нас дорогие книги? Потому что у меня дорогая работа. Потому что я и так очень много дарю людям. Если у вас нет возможности купить книги, у меня очень много есть ритуалов, которые вы можете переписать и сделать. Бесплатно совсем. Где-то тут Шнобелька гуляет. Уже 6-7 лет после ссоры с ним уже прошли неприятности в жизни. Да, дискотека у нас точно. Я уже вам сказала, Марина, что мне по таким вопросам, которые у вас, лучше писать лично. Я уже вам говорила. Вальпургиевая ночь. Но у меня есть видео про Вальпургиевую ночь, можете посмотреть. Встречу ли я суженую? Сейчас нет.
На пенсии не можете устроиться на работу? Напомните как-нибудь, я вам скажу, какие ритуалы вам провести лучше. Каким духом, ангелом, хранителем они у всех есть? У всех есть, но не всем помогает. Иногда их... Как смогу ли я избавиться от лишнего веса и моя семья? Вся ваша семья с лишним весом? От семьи избавиться или от веса? Определись. Помогите, сын без ноги. Он найдет вторую половинку. Получит ли наследство от деда в Москве? Так вы за ногу переживаете или за наследство? Определитесь. Люди и без ноги, и без руки, и без лица, и без ничего находят вторую половинку. Не нужно себя жалеть, не нужно переживать и считать себя ущербным. Тогда найдет. Обращались вы к одной женщине, сняла ли она порчу? Если бы она сняла порчу, вы бы сегодня об этом не спрашивали. Такие ритуалы, Евгений, от курения и прочего человек сам не может провести. И если кто-то говорит, что можно на все случаи дать ритуалы, это болтовня. Господи, что они там убивают друг друга, а об стены бьют? Это ужас просто. От лишнего веса. Вам нужно определить, откуда у вас этот лишний вес набирается, понимаете? Так. Это как кошмар какой-то. Это просто ужас. Прыгают, бьются об стены. Сильная, говорю с уверенностью. Спасибо, Инна. До сих пор находится в коме. Что можете сказать? Напишите мне. Попробую его вытащить оттуда. А отсюда ничего не могу вам сказать. Фазы Луны, если будут влиять на ритуалы, я вам скажу. Если не говорю, значит, можно сделать в любое время дня и ночи. Почему стыдно? Спрашиваете. Да, наверное, напились точно. Суббота. Я уж забыл про это. Какие мои любимые ароматы? Черная магия есть такой аромат. Еще есть опиат. Да, разговариваю точно. Но я сейчас еще отвечу на пару вопросов. Ну да. Хорошо, что вы их не слышите. Как изменение попросить от Самириных ритуалов, я уже говорила, у меня «Ведьмина изба 2» есть там нейтрализовать ритуалы Самира. Никаких обрядов я вам давать не могу на какие-то работы и так далее. Я уже вам сказала, что обряды и ритуалы я не раздаю. Изменяет ли мне муж? Изменял, и изменяет, и будет изменять всегда. Крыжа, она идет из-за неправильной жизни, неправильного всего. Это нацепить невозможно. Это ж не грипп, чтобы заразиться. Да, точно, от лишнего веса надо двигаться. Спасибо, Лилия. Так, закончится ли суд у брата, а что уже почти 2 года его тянут? Нет, я не вижу, что закончится. Я не сегодня проводила ритуал, это летний ритуал, это старая запись. Просто я сегодня загрузила, потому что попросили. Не буду говорить, что за ритуал, но нужный, полезный и действенный. Если там подводные камни, изменилось ли ее отношение или нет. Подруги меняются. Неужели он действительно гей, и это его фото? Да, он действительно гей, и это его фото. Дело не в том, что он гей, ваш Самирчик, а дело в том, что... сейчас он закрыл свои ритуалы. Трусливый человек оказался, конечно. Выйдет ли моя мать замуж? Нет. Оказался он трусливый человек, потому что сразу прикрыл свои ритуалы. Если вы помните, сколько травли было на меня, сколько всякой гадости сыпали, я взяла бы так трусливо и закрыла все, и убежала бы. Это не то. А дело в том, что у него просто 5000 было подписчиков, да, у него там сайт цветов. Сегодня посмотрели, кто-то сказал 60 000 уже за 5 дней.
Охренеть. Человек, который так накручивает подписчиков, ему ничего не стоит просто взять все, удалить и уйти. Потому что он, понимаете, он не трудился над этим. Ну что там за труд пластмассовый там какой-то корыто поставить на пол и что-то там лепить. Самодеятельности. Вот. Так, далее. Я тоже рада, спасибо. Нет, не выиграете суд, Настя. Почему так много геев в последнее время? Наверное, бабы стали страшные. Мужикам приходится геями становиться. Не могу сказать. Болезнь какая-то. Вы знаете, раньше, когда люди как бы такой ориентации, я абсолютно, мне все равно. Каждый человек сам решает свою судьбу. И я могу вполне общаться с такими людьми. Абсолютно это не из-за такого. Да, Шнобель и так колдует, вы не знали? Вот. Когда раньше были такие люди, мне было их жаль, потому что их набили, их унижали и так далее. А когда уже начали устраивать целые, знаете, цирки, представления, целые там гей-парады, уже не верится, что это, как бы вам сказать, мне кажется, это дань моде. Дань очень тупой, очень грязной, очень непонятной моде. Потому что гей, рожденный человек, это значит, у него тело мужчины, а мозг женщины, понимаете? Поэтому он страдает. Но если такое большое количество, оно не может быть такое большое количество с отклонением людей, это говорит о том, что это просто дань какой-то тупой моде. Вот. Потом человек с развратным прошлым, с такой биографией не может в магии никак быть, потому что не может. Потому что это нереально. Потому что человек, который в магии, он... Зять вам ничего не даст. Ирина, забудьте про зятя и закройте эту тему. Вот. Человек, который занимается магией, у него очень аскетичная, чистая жизнь. Он не разменивается туда-сюда. А кто это покуривает в прямом эфире? Я вам уже сказала, кто украл вашу удачу. Ну и не просто покуривает, он там еще там щелкал чего-то, там, может, танцевал заодно, чечетку бил. Но он последний раз, когда он вышел в прямой эфир, такой поникшей головой, что придется ему уйти. Сегодня одна женщина очень сильно потрепанная сказала: Инга, стыдно, не мешай талантам. Извините, простите, не буду мешать талантам. Больше не буду. Ой, мне иногда хочется Самиру сказать, чтобы он свой народ обратно забрал. Какие амулеты, талисманы? Вы о чем вообще? Это смешно. Зачем мне делать какие-то амулеты, талисманы, если можно человека очистить, помочь, и он уже сам пойдет своим путем, и все. Ну, этот недоразвитый всем писал, что у всех порчи есть. Это нормальная вещь. Амулеты, талисманы вообще не имеют никакого смысла, и забудьте о них. Ну, что значит все будет хорошо? Он будет жив-здоров. Сын молча ушли, не общается с мамой, потому что ваша сноха его полностью повела за собой. И тут вообще приворот и прочее ни при чем. Просто у вас сын такой мягкотелый. Спасибо, очень приятно. Я, наверное, уже начну закругляться. Очень приятно, что... Да, наверное, тоже хотят наколдовать себе счастье, согласна я. Очень приятно было общаться с вами. Я завтра попробую еще один прямой эфир. Может быть, на этой неделе будет несколько прямых эфиров. Постараюсь почаще сделать живое общение, потому что мне это понравилось, живое общение. Мне так удобнее говорить с вами, как бы и отвечать сразу. Всем, пожалуйста, спасибо большое. И как бы так удобнее, намного приятнее, намного легче с вами разговаривать и общаться в прямом эфире. Давайте завтра встретимся, подготовьте свои вопросы. Я попробую завтра провести все-таки
разнообразно. Всем спасибо и вам удачи. Спасибо. Завтра попробую провести еще раз. Уже тема ясновидения. Попрошу вас прийти на прямой эфир со своей фотографией четко и ясным вопросом. Вот, чтобы я поняла, как вам ответить, как вам помочь и так далее, и так далее. Всем спасибо. Да, 2 часа идет трансляция, ничего страшного. Главное, что мы все довольны и все расстаемся радостно. Вот, видимо, просто на том канале у меня не получается прямой эфир, потому что у нас народ там ручонками, дрожащими сутками там нажимает на кнопки. И поэтому, естественно, мне стоит там запрет. Жаль, что стоит, потому что там было бы вопросов больше и больше бы знали. Но я думаю, что постепенно все узнают и переключатся сюда на прямой эфир. Я не просто не устала, я еще пойду магичить, у меня еще дела. А вдруг еще чего-нибудь вам выложу сюда из ритуалов. Посмотрим. Все, всем спасибо. Спокойной ночи. Люблю, целую. Всем удачи. До завтра. Очень приятно. Спасибо большое. Спасибо.